будете бесполезной просто шмонькой для вашего альянса. Вас никто любить не будет, если вы будете черепахой. Всем спасибо, всем пока. Всем привет! Сегодня мы поговорим про черепашьи базы, про то, как сделать такую базу, что для этого нужно, каких офицеров нужно прокачать, какие у этого есть минусы, какие плюсы и так далее. Вот. Начнем с того, что любая черепашья база строится от артиллерийского аккаунта, то есть вам нужно изначально иметь очень хорошую арту. Просто в определенном моменте, когда одни игроки дальше качают арту, делают ее еще сильнее, вам в этот момент надо будет иметь смысл переключиться на защиту базы. И потом уже после защиты базы дальше прокачивать артулечку. Итак, что нам нужно в идеале и куда мы двигаемся по технологиям? Мы прокачиваем артиллерию в продвинутых технологиях, прокачиваем full, но можно делать не полную. Можно оставлять, например, здесь закрывать на 9 из 10. И тем самым у вас будет артиллерия точно такая же по мощности, как артиллерия золотая. Вот, да. Когда вы полностью прокачаете, у вас юнит загорится, и все вокруг будут знать, что у вас полностью закрыта эта ветка, но зачем вам оно надо, правильно? Лучше пусть люди думают, что у вас просто какая-то арта, а как бы по факту у нее будут статы, как у топовой. Вот, дальше в современке мы двигаемся, конечно же, к полностью прокачанной арте. Вот. Но в целом можно остановиться где-то вот на вот дойти до этих плиточек, прокачать и переключиться в этом моменте, или до этого момента переключиться, соответственно, на прокачку базы. Мы полностью закрываем базовую городскую оборону. Полностью она стоит не так дорого. В целом ее можно закрывать, как бы это вполне посильно. Вот. После прокачки базовой городской обороны нам откроется улучшенная городская оборона. Здесь мы сразу забираем, тут у нас где-то есть, а вот сразу же у нас УЗ база 20%, буквально вторым. Мы это обязательно забираем. Дальше можно сделать передышку, а можно, в принципе, дальше пойти и где-то тут, наверное, еще есть УЗ базы. А нет, я до него не дошел. Ну вот, собственно, у меня только первая 20-чка. Забрано. Тут дальше 40 будет в конце, 40% за базы. Ну да, вроде тут больше нигде. Нет, вот, да, вот еще одно ОЗ база, вот его тоже можно забрать. Соответственно, тут вы все заберете. Вот, тут ОЗ база и здесь ОЗ база. Дальше уже, ну там реально дорого, то есть дальше это прям надо очень много времени тратить. По технологиям определились. Так, что мы обязательно качаем стенки, вот, стеночки и так далее, и прокачка черепашьей базы — это такое дело, что ты ее качаешь долго, ну, как бы 2 года уйдет, чтобы, наверное, прокачать все, что нужно, чтобы прокачать всех офицеров, которые нужны. Ну, ладно, может 1,5, может 2 я загнул, но 1,5 очень активной игры, без ошибок понадобится. Дальше, что мы по юнитам. Тут как бы сейчас у меня просто сброшенные юниты все. Нам, естественно, важна арта, вторая арта, флаг нужен, Катюша. Тут по желанию кто-то играет Катей. Ну, я, например, обожаю Катюшу, и как бы я ей очень много пользуюсь, очень много суеты ей делаю. Поэтому без нее как бы мне никак. Но многие игроки ей не играют, и, соответственно, тоже можно заменить на арту. Танкующий юнит, как бы в целом можно без него обойтись. Я просто сношу много будок в соло, поэтому мне нужен танкующий юнит. Все, тут как бы закончили, все остальное нам, ну, как бы мы которые будем играть только базу, черепашью и все. По офицерам. Пройдемся по офицерам. Минусы. Тут открывается самый большой минус черепашьей базы. То, что у нас мы будем прокачивать неактуальных офицеров. Тех офицеров, которые нам нужны только для базы. Все, они больше не играются нигде. Такие офицеры, как, например, Стальной Боец. Офицер второго поколения. Он уже не актуален в игре. То есть любой другой офицер, даже Свален или, естественно, наш лысый чел,
Где он? Вот он, железный всадник, это для танкования must-have. Сейчас новая баба, тоже для танкования must-have. Где она? Вот это вот. И Свален еще куда не шло, да, но нам надо прокачать обязательно стальной боец, потому что у него есть такая штучка, что при пробуждении он дает у базы устойчивость к навыкам офицера на 30%. То есть весь урон, который в вас входит, от него еще отнимается там 30%. Полезно? Полезно, однозначно. Дальше дядюшка Иванков тоже должен быть прокачан full. Какие у него полезные навыки? Вот этот навык. Обязательно. Вот он. Бонус к устойчивости к обычной атаке 10%. Ну ладно, это не так важно. Он не такой полезный, не так много вам даст защиты, но как бы окей. При пробуждении устойчивость к навыкам офицера у вашей базы повышается на 40%. И скорость восстановления на 5%. То есть это еще, то есть мы уже 70% входящего урона от ульты, а как бы основной урон мы получаем от плюшек арты, от ульты ее, и вот мы его снижаем на 70% уже. Дальше, что нам дальше нужно? Еще и защитных офицеров. Голос истины. Полностью его закрывать не обязательно, но желательно. А для начала обязательно нужно закрыть у него первый навык, выкачать на 5 и поставить на любой мусорный юнит в вашей базе, какой у вас есть. Итак, когда она находится в гарнизоне базы, то сопротивление урону базы повышается на 30% на 8 секунд. Вот, то есть, но опять же, это надо учитывать, что это включается только после первой ульты. То есть, условно, то есть только после 8 секунд. Вот, то есть, если вражеская арта, например, она играется с искателем плюс глаз, то у нее будет по дефолту 7 секунд она заряжается ульта. То есть вам от этой арты прилетит сначала, а уже потом у вас включится навык от голоса истины. Но все равно это ультра полезный баф, который стоит, как бы для него не нужно прокачивать полностью офицера, и это сопротивление на 30%, это нужно обязательно. Также при прокачке полный у нас баф также с ульты, то есть через 8 секунд у нас время подготовки навыков офицеров в гарнизоне сокращается на 0,5 секунд. То есть у нас каждая зарядка ульты каждого офицера в базе минус 0,5 секунды. Вот, попозже расскажу, как это мы можем все обыграть. А дальше какой навык нам еще нужен? Золотой орел, навык на защиту. Вот, сопротивление урона у базы повышается на 10%, если офицер находится в ее гарнизоне. Этот навык можно расшаривать и так далее. Дальше для защиты базы обязательно должен быть разящий кулак, потому что его спел, его ульта, она бьет до 3 юнитов, то есть по которому он стреляет, плюс 3 юнита. То есть если у вас очень хорошая арта на вашем уровне, то как бы при ульте кулака вы можете жрать там, ну, по половинке от 3 юнитов дополнительно. Если это 3 арты, то это вообще сладенько. Вот. Вот, например, наша сборка выглядит условно вот как я играю обычно, как я запираюсь в защиту. Так, давайте это мы сохраним куда-нибудь сюда. Вот. И посмотрим вот мою full dev сборочку. Чем я играл в серебре 1. Вот такой состав юнитов. Еще забыл упомянуть, у нас есть офицер графиня. То есть ее очень многие прокачивают. Вот щит над базой, который появляется, да, защитный, это именно его дает терновая графиня. Это ее пробуждение. Она любой щит, полученный от навыков офицера, усиливает на 15% и применяет его к базе. Кроме того, устойчивость к обычной атаке у базы повышается на 10%. То есть, условно, мы берем ее, у нее есть свой какой-то маленький щит, да, коэффициент щита 1500. Она его увеличивает на 15% и надевает на базу. И если у нас стоит вместе с ней там в паре остальной боец, она также берет щит стального бойца, вот он, например, 2000, также его увеличивает на 15% и также его вешает на базу. Но учитывайте, что
Графиня — это еще менее актуальный офицер, да, то есть, ну, он тут поколение 3, но это офицер, который уж очень плох, и как бы на него тратить 720 голов уже сомнительно. Потому что щит, который над базой, он рассчитывается от ОЗ вашего юнита, то есть на котором он стоит. Вот, если, ну, я попытаюсь найти формулу, потому что эта формула известна, по которой считается щит, но если у вас нету, ну, хотя бы полных продвинутых технологий на танке и очень хорошего СХ со всеми вложенными ключами, то, ну, вы будете получать, то этот щит будет, ну, около бесполезен для вашей базы, так скажем, потому что он дает, ну, ссаные копейки. И этот щит дает хорошо только когда очень-очень большое сопротивление урону у базы, и когда очень хорошие технологии на СХ, и когда он прокачан. Вот, то есть это прям большие киты, им действительно имеет смысл, у них щит забирает довольно много урона. Но как бы даже на таких, скажем, на аккаунтах там в районе 350 миллионов, которые играют там на уровне золота 2, у них щит добавляет им примерно, ну, плюс 10% жизни их базы. Ну, это максимум, вот. Поэтому на графиню я бы не стал обращать внимание, сейчас намного больше офицеров. Итак, перейдем к моей full dev сборочке. В чем фишка? Также фишка большая в максимум нужно максимально много офицеров, которые бьют по нескольким юнитам сразу. То есть это пламя бьет на юнит плюс 3 клетки. Это, соответственно, жара, который у нас бьет также 1 плюс 3 клетки вокруг. И это, естественно, кулак, который тоже бьет 1 плюс 3 клетки, только рандомную. Также новый офицер, который выйдет, его надо тестировать. У нее тоже есть небольшой сплэш, но у нее сплэш только на одну соседнюю клетку. То есть это прям немного. Вот. Но там коэффициент 1100. Вот, надо потестить и посмотреть, как это работает. Также, что в этой сборке важно подчеркнуть. Смотрите, у меня есть Иванков, у меня есть Орел. Навыки с них, вот, навык с Орла я поставил на остального бойца. Вот он, навык с Орла. То есть мне дает сам Орел плюс 10% сопротивления урону у базы. И также его навык дополнительно дает еще плюс 10%. То есть суммарно с одного Орла мы получаем 20% сопротивления урону у базы. И навык с Иванкова у меня также расшарен на голос истины, то есть он дает 10% устойчивости к обычным атакам сам, и здесь еще 10, то есть 20% суммарно. Вот. А на арте у меня на одной стоит кулак плюс вот этот, и плюс искатель будущего, и стоят они вместе, потому что искатель у нас снижает время, то есть после первой ульты он дает минус 1 секунду, то есть наш кулак будет срабатывать чаще. Нам это важно. Нам важно как можно быстрее выкосить вражескую арту. В этом нам помогает минус 1 секунда. Вот. Пламя стоит вместе с жарой, они просто нарезают дают тонну урона. Ну, жара у меня не фул, но там почти фул. Вот, они просто как бы это 2 офицера, которые бьют по нескольким юнитам. Навыки тут просто максимальный урон. Вкидываем урон из гарнизона, урон от ульты, все идет сюда. Катюша. На Катюшу у меня Шевченко стоит, потому что Катюше обязательно нужна плюс 1 клетка. И когда к вам группа подъезжает, просто Катюшей вы можете выскакивать и убить там 3-4 вражеские арты вообще спокойно. То есть ваша будка уже примет намного меньше урона. Ну и плюс там из базы, так или иначе, с ульты эта сборка, она шотит спокойно любую арту. Вот. Что можно еще? Какие есть вариации сборок? Мы можем, например, взять и поставить сюда глаза, чтобы у нас голос истины активировал. Глаз нам дает минус 1 секунду сразу. Соответственно, наш голос истины активируется на 7 секунде, а не на 8. И значит, она успеет включить свой баф
на 30% сопротивления урону базы до того, как по нашей базе прилетит вражеская ульта. Вот. Также можно на голос истины дополнительно взять и расшарить условный навык от нашего глаза. Да, то есть вот у нас офицер, да, он будет мусорным. То есть это актуально для тех, у кого нет большого количества юнитов. И на мусор вы как раз можете повесить вот эту сборку. Голос истины плюс навык от глаза и сам глаз, соответственно. Итого у нас на 6-й секунде у базы активируется минус 30% от входящего урона. Соответственно, вся ульта, которая от вражеской арты в нас полетит, она уже будет порезана. Вот. Также очень много игроков играют, на арту ставят просто пламя плюс какой-нибудь кулак. Вот эта сборка вообще гигапопулярная, да, это тонна урона и так далее, но минусы этой сборки в том, что слишком долгая перезарядка ульты, это очень сильно влияет, потому что мы ждем 8 секунд, а потом вдруг оказывается, что у нас... то есть у нас два сильнейших офицера и важнейших стоят на одной арте. И если эта одна арта вдруг заагрится на какую-нибудь жирную МБшку или жирный СХ, то все остальные юниты у нас не будут давать урон, потому что у нас два топовых сплэш-офицера стоят на одной арте. И, соответственно, просто вот пока наша арта вот это будет колупать эту жирную МБшку, нам будут накидывать, и как бы, и все. А мы ничего не сделаем в ответ. Ну, я так не очень люблю играть, я так пробовал ставить. Как по мне, это не дает, прям офигенного результата, и лучше, если есть возможность поставить так, как я говорил, то есть если есть возможность поставить кулака плюс искателя будущего, а пламя поставить с кем-то другим, например, Шевченкой или, например, с новым офицером, да, то есть, опять же, если вдруг случается такая ситуация, что враги атакуют, у них, например, две группы, одна группа арта, но такая не сильная, а средненькая, и группа МБшек, то в этот момент я переставляю на флаг пламя и ставлю, соответственно, орла. И убираю расшар навыка с орла. Да, то есть вот он у меня тренирует стальной боец, я его убираю и ставлю там сюда максимум всего вот в урон, да, там интенсивность, еще интенсивность. И у меня получается отличный флаг, который разрывает все МБшки. И как бы вот, то есть всегда надо смотреть по ситуации, кто вас атакует, что против них ставить и так далее. Вот. Так, чтобы не быть голословным, я открою свои отчеты от прошедшего C4. Вот у нас такие вот отчетики, как бы каждый день спокойно нарезать, да, то есть вот очень хороший отчет, очень жирный. Какая у меня была сборка? Вот такая вот СХ у меня была, Катюша, ну то есть это вот эта фулл-дев сборочка моя любимая. Вот, и вот, соответственно, смотрите, вот разница, да, то есть, когда вот арта, кулак плюс искатель будущего настреливает, ну, просто замечательно, потому что мы ее бустим, мы бустим ее время, и это очень важно. Также на ней стоит доп-навык, вот, интересный доп-навык, не советую прокачивать, потому что он рандомный. И сейчас в игре, опять же, уже очень много навыков, которые намного лучше, намного перспективнее. Но у меня он есть, и я им пользуюсь. Сейчас я его найду. Вот этот навык, Медведь-Берсерк, у него есть навык. Этот навык подготовка ульты сократится на 1 секунду с вероятностью 30%. Ну да, как бы немного, но... иногда срабатывает, и уже хорошо. Вот. Подчеркну, наверное, сейчас сделаю небольшие выводы, и все. Подчеркну тот момент, что эта вся сборка, это, конечно, хорошо. Но самое главное,
берегите себя и своих близких. Ладно. Серьезно, как бы эти сборки, это не актуально, да, это прикольно, собирать киллы, ну, как бы вот все отчеты видны, это все классно, супер, красиво, приятно настреливать убийства, но не забывайте, что очков за эти убийства дают ссаные копейки просто, то есть в поле 2 миллиона очков набить, это надо сделать, 1000 киллов, у вас там будет 2 миллиона очков. Вот это все, это очень мало, это неуважаемо, вас будут косить в чате постоянно за то, что вы черепашите, да, то есть не перегибайте палку. Вот, 4700 очков и 2 миллиона убийств. Ну, это просто смешно. Что это вообще за цифры такие? Типа, когда выносишь базу в соло, в серебре 1, да, и убиваешь все юниты, которые с нее остались, за это дадут 600 тысяч очков, и это, типа, примерно 600-700 убийств. То есть, разница колоссальная. Плюс эта игра скучная. То есть зачастую нужно, чтобы прям хорошо раздавать от базы, играть 1 на 1 и так далее, это нужно очень хорошо играть, и эта игра только с компьютера, с телефона, вам писей по губам поводят люди, которые играют с компьютера, да, своими быстрыми выскакиваниями и так далее, и вы просто не будете успевать реагировать. Плюс это не актуально, плюс вы тратите огромнейшее количество статуй на навыки, на офицеров, которые абсолютно никак не помогут вам в атаке, никак не помогут вашему альянсу. То есть вы их просто качаете только для себя. То есть это вот Стальной Боец, Иванков, Голос Истины. То есть это уже 3 офицера, которые это уже как бы 2200 статуй практически, да. Еще плюс навык Орла обязательно 180. И это все офицеры, которые абсолютно никак не помогут вашему альянсу, а прокачивать их дорого. То есть... ля-ля-ля. И плюс, конечно же, вам нужно максимально большое количество наземных юнитов для этого. То есть, прокачивая эту сборку, вы забьете, пока вы докачаете всех нужных офицеров, все доп-навыки, вы забьете на воздух, забьете на море, будете бесполезной просто шмонькой для вашего альянса. Вас никто любить не будет, если вы будете черепахой. Всем спасибо, всем пока. Забыл сказать, донатьте мне на бусте.